know I'll be ready to go. When I die, you know I'll be ready to go. Welcome to the universe. Здрасте, это Настя. Буквально пару дней назад мир увидел второй сингл группы Hurts Ready to Go из альбома Desire. Вслед за ним на следующий же день нам представили и видео. К сожалению, у меня не было возможности рассказать о своих впечатлениях и бушевавших тогда эмоциях в тот же конкретный день, но, возможно, это и к лучшему. Возможно, сейчас получится лучше структурировать свои мысли и выстроить логический поток речи, но это не точно. Официальный релиз обещали 1 сентября, но песня уже появилась 31 августа, о чем я узнала в час ночи 1 сентября. Запутанная история. Ну что ж, была не была. Че утро-то ждать? В итоге Ready to Go играла по кругу, наверное, раз 5. Спать? Что такое спать, когда переполняют эмоции? Пройдемся немного по самой песне, а потом уже перейдем к клипу. Когда начинаешь ее слушать, вот первые строки, то еще так вникаешь, так, что тут у нас? Ага. То есть следуешь за развитием сюжета. Единственное, что сразу врезалось в слух, так это такой чересчур слащавый вокал Тео в куплетах, так прям переизбыток сахара. Но потом уже раза после 5-го вот самый сок. Уже нормально воспринимается. И дальше Тео произносит главную фразу, которая, собственно, будет повторяться на протяжении всей песни. When I die, yeah, you know, I'll be ready to go. Интерес еще больше возрастает и припев. Пик самой композиции, то, к чему мы шли через куплет, через предприпев и следили за развитием событий. Вот таким было первое прослушивание, первое впечатление, на эмоциях все. Ну, а как иначе? Музыка — это эмоция. Текст, очевидно, не жизнерадостный, про девушку, которая ушла из жизни, пока непонятно по каким причинам. Музыка, она легкая, она танцевальная. Сразу же представила себя на каком-то фестивале, танцующей, когда все так беззаботно, когда тепло. Как-то весело, а грустно получилось в итоге. Возникли ассоциации. Это Lights и это Rolling Stone. Lights, потому что танцевальный, легкий трек. Rolling Stone напомнила, потому что лирика. Снова про девушку со своей жизненной историей, хотя здесь как-то все более завуалировано. Такая фраза там есть: You don't know what she's seen or where she's been. Но, видимо, она тоже сильная, интересная личность. Хотя Rolling Stone была наполнена более сильная, интересная лирика, а тут у нас постоянно повторяющаяся одна и та же фраза. Но знаете, как меня это как-то не напрягло. Потому что мелодия хорошо ложится, и все это звучит вместе. Вот такие отголоски творчества Hurts я услышала здесь. Можно, конечно, докопаться до каждого слова, до каждого звука. Что-то хотелось бы убрать, что-то добавить, но в таком случае нам надо уже писать свою песню, чтобы абсолютно все там нравилось. Мне здесь понравилась также партия бас-гитары и наложение вокальных дорожек в первом куплете на слове body. Очень классно звучит, как по мне. Как всегда, я читаю комментарии, что думают люди по этому поводу. Понравилось, не понравилось. И самое главное, почему. Ведь всегда что-то конкретное притягивает, либо отталкивает. Тем более, если следишь за творчеством исполнителя уже на протяжении довольно долгого периода времени. Знаешь звучание, настроение. Но я была очень удивлена, когда узнала, что люди были недовольны даже во время выхода Exile. Хотя сейчас он считается лучшим периодом их творчества, даже не так, наверное, Happiness и Exile. И вот люди иногда говорят, что они хотят чего-то нового, все это мы уже видели. А когда появляется что-то новое, то они говорят: фу, что это? Нафиг эксперименты, где старые добрые Hurts? Это я сейчас на примере них говорю, то есть, а вообще я вот прям обобщаю всех. Потому что я везде такое наблюдаю. Тут такой вопрос возникает: а что тогда вот надо? Какая нужна формула успеха, так сказать, чтобы удовлетворить абсолютно всех? А такого никогда и не будет. Каждым альбомом что-то меняется, что-то привносится, но самое главное что? Чтобы оставался вот этот дух исполнителя, чтобы его не путали с миллионами других. Я, например, не слышу Hurts Beautiful Ones, ну так уж получилось. Но я их слышу Ready to Go. Вот они на плаву еще. И если мне нравится композиция, я скажу об этом. Если она мне не нравится, я тоже скажу об этом. Неважно, любимая группа, нелюбимая группа. Вообще восприятие музыки — это такая индивидуальная штука. Вплоть до того, нравится ли тембр голоса человека или нет. Нравится звучание этого инструмента или нет. Хоть я и отошла немного от темы обсуждения конкретной песни, но лишь потому, что все вышесказанное — это все тоже важно. Почему мне это нравится, а другие разочаровываются и наоборот? Да потому что восприятие. Мы все, по сути, одинаковые, из костей и плоти, может быть, с похожим мышлением,
но в то же время мы все разные. И вот почитав комментарии, я заметила, что некоторым, возможно, вот после прослушивания только песни, без видео, им не хватало какой-то драмы, какой-то глубины, может быть, депрессивности даже. Выходит клип, и вот она драма. Новая история от Hurts. Все как мы привыкли, все в лучших традициях абсолютно. С самого начала нам не дают расслабиться. Тео с девушкой в порывах страсти, я такая, воу-воу, полегче, потом все обрывается. И этот кадр с гробом. Герой заливает свое горе алкоголем и танцует. Тут у меня еще одна вспышка. Lights, клуб, бар, танцы и строчка в голове. Do you know what it feels like to dance alone? Потому что сейчас он действительно один, растворяется в своем горе, воспоминаниях, которые флешбэками возвращаются в его сознание. Он вспоминает ее движения, прикосновения, танцы, те моменты. И такими переходами нам все это показывают, склейками кадров, то он, то она, и так вот все плавно перетекает, очень красиво. Счастливые моменты прошлого и никуда не ушедшие чувства в настоящем. Взрослые с сочувствием наблюдают, но понимают, что ничем не могут помочь. А вот дети просто смеются с мужчиной, который странно себя ведет, потому что они еще маленькие, они не понимают той жизненной драмы, которую переживает герой. Момент соприкосновения головами напомнил мне песню Эвелин. Именно так Тео и Адам делали во время живых выступлений, и я сразу такая сканирую: так, это Адам? Нет, нет, да, нет. Черт, это не Адам. И тут эта сцена. Адам в свете красных ламп окружен бабочками, и сразу такое: вау, это красиво. Камера любит Адама, он смотрится очень хорошо на экране. Он прямо как модель выглядит. Эти черты лица, ровный нос. Хотелось бы побольше его участия в клипах, но решили, что, может быть, то ли его не надо там много, то ли он сам не хочет. Я не знаю, конечно. Все видео, оно невероятно красивое, атмосферное, идейное. Здесь есть все, как мы привыкли. Тео с девушкой, на этот раз брюнеткой, и которая, естественно, не выглядит на 17. Это я ссылаюсь к тексту песни. Все очень продумано, срежиссировано. Тео отыгрывает, как всегда, прекрасно. Харизмы и таланта у него не отнять. Песня идеально сочетается с видео. Оно меняет восприятие мелодии, когда слушаешь ее как отдельное явление. Теперь как-то подзадумалась уже насчет танцев на фестивале. Что-то теперь такое грустненькое пробралось. В моем случае такое случается довольно часто с Hurts, когда видео выстреливает и абсолютно переворачивает восприятие, все. Ну, в хорошем смысле. Признаюсь, что сдержаться от слез просто не смогла при первом просмотре. Очень уж все эмоционально. И вот, собственно, мои снапы после первого просмотра захлестнули эмоции, признаю. И дело в том, что совершенно не ожидала, что мне понравится второй сингл после Beautiful Ones. И думаю, не стоит их сейчас начинать сравнивать, потому что это абсолютно две разные песни. Да и все, что я думаю о Beautiful Ones, я уже 100-500 раз написала, высказалась и охладила свою пятую точку. Неожиданно странно для меня переходить то в лагерь негодующих, то в лагерь восхищающихся. И если бы не комментарии даже в ВК, мне было бы спокойнее как-то жить. Ну вот тянет туда, тянет все это почитать. Тем более хочется и самой высказаться. И вот альтернативное решение комментариям — это видео, где можно более обширно описать и рассказать о своих мыслях. И спасибо, ребята, что выслушали меня. Если вы со мной согласны, то ставьте ваши пальчики вверх. Если вы не согласны, то... А что вы тут делаете, собственно? Шучу. Расскажите о своих впечатлениях в комментариях. И с вами был канал The Blue Universe. Увидимся. Пока.